Здравствуйте! Сегодня я покажу, как настроить NeoVim таким образом, что он будет максимально приближен к функционалу VS Code. В целом его настройка достаточно похожа на первоначальную настройку VS Code. Там мы точно так же вначале настраиваем цветовые схемы, устанавливаем плагины для распознавания языков и так далее. Различие лишь в том, что в NeoVim нет своего магазина плагинов, и поэтому плагины приходится искать в Гугле. В этом видео я не буду разводить холивар на тему того, что же все-таки лучше. Думаю, каждый сам для себя решит этот вопрос. Все-таки оно не об этом. На ютубе достаточно много видео о том, как настраивать NeoVim, но достаточно мало видео в сжатом и нормально организованном формате, объясняющий настройку NeoVim и всех сопутствующих плагинов. Важно помнить, что настройка любой среды разработки – дело очень индивидуальное. Возможно такое, что некоторые вещи, которые я буду здесь показывать, вам не пригодятся. На фоне вы сейчас видите демонстрацию работы моей сборки. Эту конфигурацию я выложу к себе на GitHub. Там вы сможете посмотреть и скачать данный конфиг. Настоятельно рекомендую досмотреть это видео, чтобы полностью понимать, как конфигурировать NeoVim под свои нужды. Итак, первое, с чего надо начать, это, собственно, установка NeoVim. Установить его можно разными способами. Владельцам Windows это можно сделать, просто скачав билд с официального GitHub репозитория, либо воспользоваться пакетж-менеджерами, например, таким как Chocolatey. Владельцам Linux можно воспользоваться встроенными пакетж-менеджерами или вытянуть tar-архив через утилиту curl и самостоятельно распаковать его. Владельцам macOS удобнее всего будет сделать установку через Homebrew, но как и в случае с Linux, можно вручную установить, скачав архив через curl. Ссылка на официальную инструкцию по установке для каждой из систем будет находиться в описании видео. Я покажу установку через Homebrew. В целом, установка через пакетный менеджер у всех систем будет выглядеть примерно одинаково. Разница будет лишь в самом менеджере. Выполняем вот эту команду в терминале, дожидаемся установки и можем переходить к настройке. Приступаем к базовой настройке NeoVim. Дальше буду называть просто Vim для удобства. Расскажу про основные встроенные настройки Vim, которые вам точно пригодятся. Остальное вы сможете найти на официальном сайте, ссылка на который будет в описании видео. Все настройки Vim происходят в файле init.vim. Он должен находиться по следующим путям. Для Unix и Windows соответственно. Если файла по этим путям вы не найдете, то просто создайте его. Должен сказать, что NeoVim, в отличие от Vim, поддерживает скриптовый язык Lua, и поэтому его можно конфигурировать как на Vim-скрипт, так и на Lua. Я по старинке создаю конфиг на Vim-скрипт, но в скором времени собираюсь переходить на Lua. Также все конфигурации можно писать как в init.vim файле, так и разделять на отдельные файлы. Но в таком случае не забывайте импортировать их в главный init.vim файл. Для того, чтобы не переписывать команды с экрана, напоминаю, что все это будет в моем репозитории на GitHub, откуда вы можете скопировать то, что вам понадобится. Итак, для начала включим поддержку мыши командой setMouseA. Далее, чтобы включить нумерацию строк, воспользуемся командой setNumber.
Для настройки табуляции воспользуйтесь этими командами. Команда, которая уберет перенос строки set no wrap. Команда для установки кодировки set encoding UTF-8. Для того, чтобы пользоваться общим буфером обмена, нужна эта команда set clipboard unnamed plus. Если вы используете SSD-диск, то обязательно добавьте эту команду, которая отключит создание swap-файла set no swap file. Это были самые основные команды, которые необходимы для комфортной работы в Vim. Полный список используемых мной команд с описания вы можете посмотреть в репозитории на GitHub. Также в описании будет находиться ссылка на официальный сайт с полным списком команд. Следующим шагом будет установка плагин-инсталлера. Это менеджер плагинов, с помощью которого мы и будем устанавливать все, что нам потребуется. Это не единственный менеджер плагинов, но использую я именно его, так как я просто к нему привык. Переходим на официальный GitHub репозиторий и копируем команду для установки под нужную вам операционную систему. Не ошибитесь, копировать надо команду именно из пункта NeoVim. Выполните эту команду в терминале и дождитесь завершения установки. Теперь давайте сделаем так, чтобы наш Vim выглядел красиво. Установим цветовую схему. Список цветовых схем вы можете видеть сейчас на экране. Я пользуюсь ими всеми по очереди, чтобы они не приедались. Для того, чтобы установить цветовую схему, найдите ту, которая вам понравится, либо же можете выбрать из тех, которые использую я. Чтобы устанавливать плагины, надо создать следующую конструкцию. Внутри этой конструкции будет находиться список плагинов. Чтобы установить нужный вам плагин, в данном случае это будет цветовая схема, используется команда plug, кавычка, автор, слэш, plugname, закрывающая кавычка. В моем случае я буду устанавливать цветовую схему OneDark. Команда для ее установки выглядит следующим образом. Затем выполните команду plug-install. Ее нужно выполнять каждый раз после добавления нового плагина. После установки плагина перейдите в ваш init.vim и укажите название цветовой схемы, которую вы хотите использовать, следующей командой color scheme name. Затем перезагрузите Vim. Следующее, о чем надо поговорить, это маппинг. Маппинг в Vim достаточно муторная, на мой взгляд, тема. Я не буду слишком сильно сюда углублять вас, так как это займет много времени. Для тех, кто хочет разобраться в этой теме поподробнее, я оставлю ссылку в описании под видео. Что ж, как вы, наверное, знаете, в Vim есть несколько режимов работы. Собственно, и маппинг у этих режимов разный. Для того, чтобы замапать комбинацию клавиш, вам нужно знать, в каком режиме она будет использоваться. Для режима Normal ключевое слово будет nmap. Для режима Insert это слово будет imap. И для режима Visual слово будет, соответственно, vmap. После ключевого слова идет комбинация клавиш в треугольных скобках. Либо, если используется клавиша лидер, то это будет лидер case. Затем идет команда, которую надо исполнить. Это может быть как команда плагина, которая исполняется в командной строке, так и встроенная функция Vim, например, копирование и вставка. Сейчас на экране вы увидите маппинг привычных для всех комбинаций клавиш копирования и вставки. Полный список моих маппингов вы можете найти в репозитории проекта на GitHub. Теперь займемся навигацией. Для навигации я использую плагин NVim 3 и телескоп. Кто-то может обходиться только телескоп, но не в моем случае. Я использую эти плагины для разных задач. NVim 3 для навигации по проекту, и телескоп для поиска файлов, для поиска в файлах и для тесной интеграции с LSP, о чем мы в дальнейшем поговорим. Итак, давайте приступим к установке. Начнем с NVim 3. Переходим в GitHub репозиторий плагина и видим, что нам потребуется специальный шрифт для использования иконок. Можно обойтись и без него, но чтобы было красиво, придется его установить. Как сделать такой шрифт, думаю, нет смысла показывать. Есть очень подробная инструкция на сайте nerdfonts.ru. Вы можете найти ссылку в описании видео, либо в репозитории плагина на GitHub. В readme файле в репозитории плагина переходим в пункт install и копируем код установки плагина из-под заголовка «Установка через vimplug». Вставьте код туда же, куда вставляли код для установки цветовой схемы, затем снова выполните команду plug-install. Теперь наш новый плагин надо сконфигурировать. Я использую следующую конфигурацию. Вы можете как воспользоваться моей, которую вы найдете в моем репозитории, так и сделать свою, основываясь на информации из репозитория плагина. К сожалению, я не могу останавливаться подробно на каждой конфигурации плагинов, чтобы не растягивать видео, поэтому тут вам придется разобраться самим, если вас не устроит моя конфигурация. Также важно сказать, что почти каждый плагин имеет свой маппинг.
Поэтому не забудьте прочитать про это в репозитории плагина, который вы устанавливаете. Если вас не устраивает стандартный маппинг, вы всегда можете его изменить. Переходим к плагину Телескоп. Для него нам понадобятся дополнительные зависимости, такие как Plenary и RipGrep. Начнем со второго. Для его установки пропишите следующую команду в терминал. Теперь снова возвращаемся в ту часть конфигурации Vim, куда мы устанавливаем плагины. Копируем из пункта install репозитория Telescope код для установки плагина и вставляем его в наш конфиг. Мою конфигурацию можете видеть у себя на экране. И также можете ее взять из моего репозитория. Следом идут два плагина для отображения информации – Bufferline и LoaLine. В целом установка этих плагинов ничем не отличается от предыдущих. Точно так же переходим в репозиторий каждого плагина, копируем и вставляем код установки, затем пишем команду plug-install. Так что перейдем сразу к их конфигурации. Сейчас вы видите конфигурацию плагина Bufferline. Она предусматривает отступ для плагина Node 3, чтобы буферы на него не наезжали. Также подсветку буфера, если в нем есть ошибки. Если вы хотите добавить сюда больше опций, то в описании я оставил ссылку на подробную документацию по конфигурации этого плагина. Далее рассмотрим конфигурацию LoaLine. У меня она следующая. Если вам не нужно отображение абсолютного пути, то следует либо поменять эту секцию на что-нибудь другое, либо сменить формат отображения пути файла. В описании также оставлю ссылку на подробную документацию по этому плагину, чтобы вы могли настроить все так, как вам нравится. Далее у нас следует пачка вспомогательных плагинов. В целом, они нужны только для удобства в написании кода. Это будут плагины Better Escape для удобного выхода из режима ввода, NVim Comments для того, чтобы комментировать код с сочетанием клавиш, поддерживает достаточно большое количество языков, To-Do Comments для подсветки To-Do комментариев, NVim AutoPairs для автоматического закрытия скобок и кавычек, GitSigns для отображения изменений в файлах, находящихся в Git репозитории, и IndentLine для визуализации отступов. Так как эти плагины идут просто как дополнение, то останавливаться на их установке и настройке я не буду. Сейчас вы видите демонстрацию возможностей каждого из этих плагинов, а также мою конфигурацию к ним. Зачастую, как вы можете заметить, она мало чем отличается от той, которую предлагает разработчик плагина. Итак, наконец мы подошли к самому главному, к тому, ради чего, скорее всего, вы и смотрите этот ролик. Настройка LSP для NeoVim. Есть два способа настроить LSP в NeoVim. Первый – это использовать COG, и второй – использовать нативный плагин LSP-config. Первый способ является очень простым в настройке установки, однако не дает такой обширной кастомизации, которую мы получим, обратившись ко второму способу. По опыту я пробовал как первый, так и второй метод настройки LSP. Лично мне по душе второй метод, поэтому и вам я буду демонстрировать именно его. Начинается все с плагина LSP-config. Я использую следующую конфигурацию. В ней не надо писать отдельную функцию для каждого сервера, можно просто перечислить их списком. Для установки нужных вам серверов есть также два способа. Установка через ENP и установка через Mason, бывший LSP инсталлер. Оба эти способа являются хорошими, выбор стоит только за вами, что вам больше нравится. Я пользуюсь вторым способом. Для обоих из них нужна Node.js, так что не забудьте ее установить. После установки Node.js найдите нужный вам сервер. Сделать это можно по ссылке на документ, который я оставил в описании под видео. Итак, допустим, это будет ES-сервер. Устанавливаем сервер средствами npm следующей командой. После установки не забудьте добавить сервер в список серверов в конфиге lsp-config. Если вы решили делать это вторым способом, то в описании я оставлю ссылку на этот плагин. Там очень простая установка, и на данном этапе, я думаю, это уже не составит для вас большого труда. Следом у нас, конечно же, идет подсветка кода. В целом, вы можете сказать, что цветовые схемы и так подсвечивают синтаксис кода. Так оно и есть, но они упускают очень многое. Для того, чтобы подсветка синтаксиса была нормальная, мы воспользуемся плагином NVim Tree-Sitter. Далее этой командой устанавливаем сам плагин. Затем конфигурация. У меня она выглядит вот так. В список Ensure Enable
поместите нужные вам языки, в которых вы хотите видеть подсветку синтаксиса. Полный список языков вы можете найти по ссылке в описании. Итак, теперь разберемся с автодополнением. В NeoVim есть собственное автодополнение, но оно не настолько функциональное, как сторонние решения. Так что мы даже не будем рассматривать его настройку и сразу перейдем к плагину. Плагин называется NVim CMP и включает в себя еще несколько дополнительных. Для установки пишем вот такую свору команд. Список этих команд есть как у меня в репозитории вместе со всеми остальными, так и в репозитории плагина. Обратите внимание на плагин LSP Kind NVim. Он идет отдельно и нужен для красивых иконок в автодополнении. Если вы не хотите, то его абсолютно не обязательно ставить. Итак, перейдем к настройке. В репозитории плагина представлен дефолтный конфиг. Копируем его и вставляем в наш. Далее, если вы установили плагин для иконок, то в этот конфиг нужно добавить поле формат со следующим содержимым. И убираем настройку поддержки LSP из конца конфига, так как в конфиг LSP уже добавлен этот код. Тут же в этом конфиге есть маппинг, который вы можете изменить так, как вам захочется. И последний плагин, о котором я расскажу, это LSP Saga. Крайне полезный плагин, который добавляет графический интерфейс для некоторых функций LSP. Устанавливается он вот такой вот командой. Его конфиг выглядит следующим образом. Это дефолтный конфиг, тут изменено только отображение линии обводки. Автор любезно прокомментировал почти каждую строчку в этом конфиге, так что если вы захотите что-то поменять, то разобраться не составит никакого труда. Что ж, это все, что я хотел показать вам о том, как настроить NeoVim для комфортной работы. В заключение я хотел бы сказать, что настройка любого плагина для NeoVim сводится к тому, что первое, это надо найти плагин, второе, это его установить через любой package-менеджер, который вам понравится, третье, это посмотреть дефолтный конфиг в readme файле плагина, четвертое, скопировать его к себе и изменить, что нужно. Следуя этим шагам, вы сможете настроить любой плагин, который вам понравится. Спасибо, что посмотрели это видео. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, можете спросить об этом меня в комментариях. Я буду стараться помогать по мере возможностей. До свидания.